Знаменитый торт «Красный бархат» можно запросто приготовить, не используя специальные красители. Именно такой рецепт я и предлагаю вам сегодня. У него много преимуществ, он получается потрясающе красивым, а по вкусу напоминает брауни. Все натурально и очень аутентично, и если интересно, продолжайте смотреть. Всем привет! Меня зовут Галина Артеменко, и сегодня мы будем готовить классику американской кухни – торт «Красный бархат». История этого торта неоднозначна, но больше всего мне импонирует аутентичный вариант, в котором бисквит получается красным благодаря добавлению свеклы. Натуральный цвет, который удается сохранить при помощи некоторых хитростей. Напишите в комментариях, готовили ли вы когда-нибудь красный бархат в форме торта или, возможно, капкейков, использовали краситель или не использовали. У меня именно этот десерт ассоциируется с 14 февраля, днем всех влюбленных. У вас есть такое? Скажу честно, пока я снимала этот рецепт, я довольно сильно с ним намучилась. Перепробовала все методы введения свеклы в тесто, для того, чтобы получить максимально насыщенный красный цвет. Чтобы его не потерять во время выпечки, я пробовала вводить свеклу в тесто в измельченном варианте, в варианте вареной свеклы, запеченной свеклы. И тот метод, который я использую в этом видео, самый крутой. Он помогает получать самый классный, насыщенный красный цвет. Да, торт без красителя не получится таким же ярким по цвету, как торт с красителем. Это закономерно, но у такого торта тоже есть масса преимуществ. Например, у вас просто нет красного красителя и нет желания заморачиваться с его покупкой ради одного рецепта. Кроме того, если вы противник красителей в принципе, или если вы собираетесь приготовить такой вот торт для детей, склонных к аллергии, и не хотите рисковать, то этот рецепт вам подойдет. Если же сравнивать вкус готового торта, то классический торт «Красный бархат» получается таким легко-шоколадным, а у этого вкус получается более объемным и более интересным. Для теста потребуется 150 граммов концентрированного свекольного сока. Дальше я покажу, как его получить. 100 граммов сливочного масла и 30 граммов растительного, 150 граммов сахара, 1 яйцо, 150 граммов йогурта, кефира или пахты и 50 граммов лимонного сока. Сухие ингредиенты: 320 граммов муки, 2 чайные ложки разрыхлителя и четверть чайной ложки соли и 2 столовые ложки натурального необработанного какао. Крем: 500 граммов творога жирностью 10%, 200 граммов хорошего сливочного масла и 1 банка сгущенки. Зачем использовать натуральный какао? В отличие от алкализованного, он светлее по цвету и обладает более мягким вкусом. Как вы понимаете, мягкий цвет какао поможет нам максимально выдвинуть натуральный красный цвет и не заглушить его. Сейчас такой какао можно найти без проблем. Иногда на упаковке пишут сырой, и несколько вариантов SciHerb я оставлю в описании. Концентрированный свекольный сок. Именно с ним мне удалось получить максимально красивый цвет в готовом бисквите. Возьмите 1 кг свеклы и очистите ее от кожуры. Помойте, разрежьте на крупные части и выжмите сок при помощи соковыжималки. Если у вас ее нет, измельчите свеклу блендером до состояния пюре и тщательно отожмите сок через марлю. Из килограмма свеклы у меня получилось 500 граммов сока. Перелейте сок в кастрюлю, добавьте пару столовых ложек уксуса, он поможет сохранить цвет, и на небольшом огне выпаривайте сок до объема 150 мл. У меня это заняло около 10-12 минут. Выпаренный сок остудите до комнатной температуры. Смешайте сухие ингредиенты. В муку добавьте разрыхлитель, соль и 2 столовые ложки какао-порошка. Перемешайте смесь. Влажные ингредиенты. К размягченному сливочному маслу добавьте растительное и взбейте смесь до гладкости и кремовости. Сочетание разных жиров дает более интересный эффект. Бисквит получается более влажным. Теперь всыпьте к маслу сахар и взбейте смесь еще раз. Введите в масляную смесь яйцо. Оно должно быть комнатной температуры. Взбейте до кремового состояния. Влейте в будущее тесто йогурт, кефир или пахту, тоже комнатной температуры. Всыпьте смесь сухих ингредиентов, просеивая ее через сито. Я использую пахту, так как у меня она как раз осталась после приготовления домашнего сливочного масла. Слегка перемешайте тесто ложкой, а затем влейте в него концентрированный свекольный сок.
Влейте лимонный сок, он тоже будет помогать нам сохранить цвет бисквита. Финальное перемешивание. Сперва аккуратно ложкой и очень быстро миксером в конце, чтобы разогнать оставшиеся комочки. Выложите тесто в форму для выпечки диаметром 20-22 см и выпекайте при 175 градусах в течение 40 минут. Готовность проверьте зубочисткой. Бисквит получается плотным, очень влажным и насыщенным и напоминает брауни. Благодаря сочетанию сладкой свеклы и натурального какао его вкус напоминает даже скорее не шоколад, а карамель с нотками шоколада. Такой себе вкус тоффи. Испеченный бисквит остудите. Остывший бисквит разрежьте на 2 коржа. Чтобы они получились ровными, сделайте отметки зубочистками по периметру. Надрежьте корку бисквита, а затем разрежьте при помощи нитки. Приготовьте крем. Первым делом необходимо протереть творог через сито или измельчить блендером. В этом случае я использовала протирание. Классика. Чем мягче изначально творог вы возьмете, тем однороднее получится готовый крем. Отставьте подготовленный творог в сторону и займитесь маслом. Размягченное сливочное масло взбейте до посветления и пышности. Масса должна стать гладкой и нежной. В 2-3 приема введите в масло половину всего объема сгущенки. Еще раз напомню про температуру. Если ввести в размягченное масло холодную сгущенку, крем сразу же свернется. Также не стоит вливать в масло всю сгущенку сразу. В этом случае тоже есть риск сворачивания крема, так как масло не сможет сэмульгировать сразу большое количество сгущенки. Оставшуюся половину сгущенки добавьте к протертому творогу и смешайте все до максимальной однородности. Если вы не хотите протирать творог через сито, просто смешайте его с половиной всего объема сгущенки из рецепта сразу и пробейте смесь блендером. Теперь добавьте ложку творожной массы к масляной и начните взбивание. Когда масло смешается с творогом до однородности, введите оставшуюся часть творожной массы, слегка перемешайте крем и взбейте его до пышного состояния. То, насколько гладким получится крем, зависит от выбранного творога. В данном случае мой творог разошелся не полностью в ноль, небольшие крупинки в креме заметны. Для меня это не было критичным, но если для вас это важно, постарайтесь выбирать максимально мягкий творог из доступных. Обычно чем жирнее творог, тем он мягче. Сборка торта. Выложите на блюдо первый корж и выложите на него щедрое количество крема. Его должно быть очень много. Распределите крем и накройте его вторым коржом. Смажьте торт кремом сверху, а также щедро обмажьте бока. Можете выровнять крем или же пускай он лежит красивыми мазками. Второй вариант мне нравится больше. Во время разрезания бисквита на коржи я срезала немного теста и раскрошила его, чтобы использовать крошки для украшения. Вы можете украсить торт по своему вкусу. Отправьте торт в холодильник на ночь, после чего его можно подавать. Ну что, как вам мой красный бархат? Если понравился, ставьте лайк. Ссылку на еще один рецепт интересного торта я оставлю в описании под этим видео. Это будет тыквенный торт на сковороде. Традиционно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не потеряться, и будет вам вкусно. Меня зовут Галина Артеменко.